Всем привет! Хотел сегодня немного рассказать об игре Smelter. В целом и о моем опыте в частности. Сразу скажу, разработчик в поддержку моего канала прислал мне ключ на обзор. Но я постараюсь, чтобы это не повлияло на мою оценку и буду максимально честным. Smelter — это гибрид экшн-платформера и стратегии. Очень необычная комбинация жанров. Возможно, слишком рискованная. В начале игра встречает вас эффектным аниме-роликом, в котором уже показывают примерно о чем игра. К сожалению, это единственная вставка в данном стиле, и хотелось бы еще. Мне кажется, что это была бы идеальная подача сюжета. После этого короткого трейлера вас кидает в пиксельный Эдем. Перед вами стоят Адам и Ева. Рядом с ними падает яблоко, Адам поднимает его, откусывает, и внезапно мир взрывается. Все вокруг исчезает, и Ева летит куда-то, пока не приземляется в пещере. Здесь все и начинается. Нам, как вы, возможно, уже догадались, предстоит в роли Евы выяснить, что произошло, и отправиться на поиски Адама. На нашем пути появится Smelter, что-то типа живой брони, которая опутывает Еву и которая ей дает определенные суперсилы. В броне Ева становится немного похожа на Мегамена, если кто-то еще помнит, кто это такой. Насколько мне известно, именно Мегаменом разработчик и вдохновлялся при создании игры. В то время игра славилась своим геймплеем и задала определенную планку, к которой многие создатели платформеров стремились. Так вот, я думаю, что геймплей платформерной части игры ничем не уступает подобным тайтлам. Управление на уровне. Все играется довольно интуитивно, механики интересные, и по мере игры появляются новые способности. Все это дополняет красивый пиксель-арт и лаконичная музыка, которая сюда отлично вписывается. Но что-то пошло не так, и после того, как я поиграл первый раз и вышел, прогресс не сохранился, и мне пришлось заново проходить начало игры. Но это не так уж страшно. После первого уровня вас кидает в стратегическую часть игры. Здесь вы, играя за самого Смелтера, помогаете ему отвоевать свои земли обратно. Вас знакомят с основными механиками и отправляют на следующий уровень. И так будет игра чередоваться все время. Прошел уровень платформера, проходишь стратегический уровень, затем опять платформер и снова стратегия. Но! Большое но! Уже после второго уровня платформера, когда на карте появляются первые враги, но туториал все еще продолжается, я с трудом смог пройти уровень. Враги спавнятся без остановки, уничтожили все мои здания. Это создало цепную реакцию, еды не хватало, умирали юниты, их затем не хватало в казармах и башнях, и отбиваться было нечем. Еще немного и базу снесли бы. Мне кажется, что просто такое не должно случаться. Я нахожусь посреди обучения, делал все по инструкциям, еще не совсем понимал, что да как работает, и меня чуть не уничтожили полностью. И враги не прекращались. Я уже хотел все бросить и забить на игру. Но потом основательно перестроил все, поставил продукцию и жилые здания на первой территории, где они будут в безопасности, и отстроил линию защиты на севере, чтобы отбиться от монстров. Кое-как смог выполнить задание и быстро убежал на третий уровень игры. Но уже на следующий стратегический уровень у меня не хватало ни нервов, ни сил. На этом этапе я перестал играть и пошел смотреть разные геймплеи других людей, чтобы иметь более широкую картину об этой игре. В целом, что могу сказать? Игра шикарная, и куда ни глянешь, видно, что отполирована, и что в ней можно отлично провести время. Но что-то мне максимально не понравилось в режиме стратегии. Я, конечно, не исключаю, что я слишком тупой для этого, но, наверное, стоит доработать этот аспект. Возможно, стоит добавить настройки уровня сложности. Их можно было бы даже разделить на платформерную и стратегическую составляющую игры. Или можно для людей, которые зашли только ради платформинга, добавить настройку, которая позволит пропускать стратегию, или пустить ее на автоматическом режиме, чтобы не упустить моменты, которые связаны с сюжетом. Ну а я пока отложу ее в сторонку и буду наблюдать за проектом со стороны. Надеюсь, что у разработчика все получится, ведь задумка и реализация на очень высоком уровне. Скорее всего, это просто не совсем то, чего я ожидал. Короче, вот так. Спасибо, если досмотрели до конца. Если вы тоже играли в эту игру, буду рад услышать ваше мнение. Пишите в комментариях. Пока.